Овны, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на сентябрь 2022 года. Подходит к нам осень, соответственно, нужно готовиться, планировать событийный ряд, смотреть, в чем себе где-то помочь и какие моменты избежать. Сегодня я использую для работы руническое таро, а также Ленорман золотой нити, поэтому вы настраивайтесь на расклад. Подумайте о том, что вас заботит, вас беспокоит. И мы с вами посмотрим предстоящую цепочку событий. Итак, общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы? Что ожидает по финансам, вопросам здоровья, личной жизни и совет, рекомендация от карт. Общая энергия месяца. Как мы видим, у вас здесь ложится рыцарь мечей. Но могу сказать, по этому аркану ситуация такова, что вам придется резко, фактически молниеносно подстраиваться под обстоятельства. С чем они будут связаны, мы сейчас посмотрим. Но основное это может быть повышенный накал страстей. Это в чем-то резкость, агрессивность. Это непринятие иной точки зрения. Это желание жестко, молниеносно отстаивать свои взгляды на жизнь, свои какие-то убеждения. У кого-то это, знаете, может быть связано с вопросами поездок, переездов или смены места жительства. Почему? Потому что, смотрите, рыцарь мечей, тройка мечей. Итак, для многих это в прямом смысле слова бежать от войны. Для остальных это как забивать кол. Сейчас объясню. То есть по вашей инициативе, по вашему желанию, вашей причине это ставить жирную точку во взаимодействии с кем-то. Будь то личные отношения, деловые, социальные, как угодно. Потому что, знаете, конфликт, который уже переливается через чашу весов, потому что по этим арканам ситуация, которую вы понимаете, что если вы не добьете ситуацию, ситуация добьет вас. Вот по-другому здесь иначе не скажешь. Как следствие, вы берете бразды правления в свои руки и меняете ситуацию, не дожидаясь того факта, чтобы она изменила вас. Но уже, как говорится, показывая, да, непростые события. Если мы посмотрим вопросы работы, по аркану жрица очень много неясности, туманности, непонимания, куда двигаться дальше, что со всем этим делать. Тут только, знаете, как стремление опираться на свою интуицию, на свое внутреннее чутье, на свое внутреннее «я». Единственное, что продуктивным, перспективным этот месяц будет для медиков, для эзотериков, для нянь, сиделок, либо для тех, кто работает в каких-то закрытых организациях. Вот тут у вас как бы все тихо, все как по маслу. Для всех остальных это такой месяц, это нельзя называть качелями, это, знаете, попытки осознать, как я говорю, куда вам двигаться дальше. Потому что идет, как, знаете, как жизнь на паузе, жизнь на ожидании. Вы не знаете, каким событиям готовиться, каким путем идти. Ну, давайте посмотрим в целом. Итак, если вы у нас не работаете на данном этапе, то, как мы видим, по десятке чаш это быть на попечении членов семьи. Это, помимо всего прочего, поскольку у нас здесь падает жрица, помимо какой-то поддержки семьи, может быть, еще рассчитывать на ваши закрома, на ваши деньги, которые вы могли отложить заранее. Но или здесь, знаете, как реализовать себя у кого-то в семейном бизнесе. То есть, повторюсь, быть для кого-то няней, гувернанткой, сиделкой и так далее. И если вы у нас в статусе соискателя, то жрица и сила – это как раз получить какую-то помощь, поддержку. Причем по аркану жрица – это тетя, это родственница, это очень хорошая знакомая, то есть человек, который вас направит, подскажет, поможет. То есть действительно это, знаете, как помощь с вашей реализацией. И если мы будем смотреть ситуацию для тех, кто у нас сейчас является наемным сотрудником, то жрица и башня – это, знаете, как держать нос по ветру и действовать исходя по ситуации, потому что тут кардинальные перемены. Это может быть как конфликтная ситуация, за которой вам нужно, знаете, как ее предвидеть и искать себе как новое рабочее место. Либо, если это связано с боевыми действиями, опять же, это предугадать и как следствие стремиться поменять обстановку, адаптироваться под новые обстоятельства. Потому что здесь не вопрос увольнения. Здесь, если смотреть по картам, это как вот резкая смена событий, резкие перемены, которых не ждал никто, которым вам сложно адаптироваться и сложно было их предвидеть, предугадать. И если мы посмотрим ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес, ну, по аркану дурак,
здесь, опираясь на интуицию, начинать что-то новое или в прямом смысле слова, кто-то будет здесь начинать с нуля. Может быть, та же самая сфера деятельности, ну, как говорится, на новом месте, либо вы будете переносить свои мощности в новый регион, новый город, новую область. Или здесь, как я повторюсь, это как дополнительно влиться в какую-то новую структуру, потому что здесь, опираясь на интуицию, вы открываете какой-то свой новый потенциал. Если мы посмотрим финансовую сторону вопроса, несмотря на все передряги, видите, тройка жезлов, ситуация стабильна, есть рост доходов. Но помимо всего прочего, видите, тройка жезлов – это также будут траты, связанные с этими переменами. А именно, это могут быть траты, связанные с переездами, это могут быть траты, связанные как раз с событиями, под которые вам придется адаптироваться. Но, по крайней мере, здесь тройка жезлов – это даже не то чтобы баланс. То есть ваших доходов будет больше, чем расходов. А это уже само по себе является позитивным результатом. Если мы посмотрим вопросы состояния здоровья, у нас здесь падает аркан влюбленные. Сам по себе аркан у нас как прекрасная карта. Он указывает на стабильное эмоциональное, физическое и ментальное самочувствие. Но могут здесь отдавать о себе знать парные органы. Здесь нет, как если смотреть по картам, какой-то сложной болезни, но влюбленный и жрец – это обращение к врачу. То есть у вас это могут быть почки, для женщин это могут быть яичники. То есть ситуация не критична. Это, знаете, у тех, у кого это было в хронике, то есть это обострится. И как следствие вам нужно будет принимать какие-то действия, чтобы эту ситуацию ввести в стадию ремиссии. Если мы посмотрим вопросы личной жизни, здесь у нас ложится аркан отшельник. Это не значит, что вы будете одиноки, это, к сожалению, как показывают карты, вы можете быть зациклены на всех иных событиях, проблемах и ситуациях, и вам может быть не до личной жизни в целом. Если вы на данном этапе свободны, то, как мы видим, отшельник и умеренность – это состояние зоны комфорта, состояние покоя, нежелание что-то менять. Потому что обратите внимание, насколько знаковый месяц, какое у нас количество старших арканов, даже несмотря на то, что многие из них у нас являются в качестве уточняющих карт. Но тем не менее, это, знаете, как желание привести в баланс все остальные сферы жизни, а потом уже думать о личном. То есть у вас здесь без изменений. У тех, кто состоит в любовных треугольниках, смотрите, отшельник и пятерка чаш. Возможно, рыцарь мечей и тройка мечей, который мы с вами дотягивали, уточняли, послужит вот таким вот толчком, мотивацией для того, чтобы ставить точку в тех отношениях, которые вас разрушают, которые вам приносят много боли, много страданий. Видите? То есть омут, который вас засасывает, и отношения, которые действительно для вас являются деструктивными. То есть нет никакого роста мотивации, нет никакого воодушевления, только, знаете, как разруха. И вам нужно будет это отсекать. Если же вы в стабильных связях, то отшельник и колесница – это указание на то, что придется брать все в свои руки, знаете, как бразды правления. И, знаете, как от этого не уйти, этого не избежать. Помимо всего прочего, опять же, поездки, переезды, смена места жительства. И здесь можете не ощущать помощь или поддержку партнера или партнерши. Будет такое осознание, как будто все ложится на ваши плечи. Все нужно будет разруливать самостоятельно, то есть самой или там самому. Поэтому здесь такое некое ощущение стагнации в этом вопросе, в этой ситуации. Посмотрим, конечно же, сейчас, что у вас идет здесь в качестве рекомендаций на этот период. У вас даже на рекомендацию ложится король мечей. Король мечей – это в первую очередь, как, знаете, сохранять холодность, сохранять рассудок, расчетливость. Это все решать законным путем, по букве закона. Это уделить особое внимание, особый акцент на оформление, переоформление, получение либо восстановление документов. То есть, чтобы у вас все было в идеальном порядке. Ну и обратите внимание, вообще связка карт, которая у нас ложится, действительно у многих здесь звучит нота, знаете, как бежать от боевых действий, в чем-то себя обезопасить. Потому что в данном контексте, в плане совета король мечей, найди место, где ты себя будешь чувствовать защищенным, безопасным. Если необходимо, по рекомендации, по совету, как говорит этот аркан, обратись за помощью в структуры, будь то просто силовые структуры, или будь то там, я не знаю, с помощью к военным, или там в посольство, у кого, знаете, по-разному, потому что
Это карта, когда вам оказывают протекцию или становятся на вашу защиту. Будь то защита просто юридического характера, будь то миграционные службы, будь то защита от силовых структур, от кого угодно. Но здесь это как прибегнуть к чьей-то поддержке, к чьей-то помощи. Посмотрим с вами неожиданность этого месяца. На что рассчитывать, к чему стремиться. Мужчина, гора и звезды. И дно у нас плетки. Итак, это преодоление сложностей, проблем, благодаря либо с подачи мужчины, да, и как следствие реализации мечты. Это может быть как с подачи мужчины, опять же, вопросы иммиграции и реализации ваших планов, целей или надежд за рубежом. У кого-то это преодолеть стычки, препятствия в общении с кем-либо, достигнуть, гора звезд это как достигать еще какого-то компромисса. Путь будет сложным, путь будет тернистым, но тем не менее он в вашем случае, в вашем ключе он будет эффективным. Поэтому, как показывают здесь карты, прикладывайте массу усилий, помощь вам окажут, и ваши цели, задачи будут реализованы. Даже если вам кажется что все валится из рук, и все идет не тем путем, как вы думали или к чему вы стремились, на самом деле то Вселенная вас поддержит, потому что падает гора звезды. То есть через тернии к звездам и достичь результата. Месяц непростой. Начнется, могу сказать, с таких вот энергий, которые вводят в замешательство, энергии разрушения. Поэтому наша задача создать вам зону стабильности, зону комфорта и весь этот негатив убрать. Чем мы, собственно говоря, сейчас и будем заниматься. Поэтому поступим вот таким вот образом. Так. Сейчас. Так, движение, помощи и поддержки. На вас даже электричество погасло, понимаете, свет потух. Так, движение, помощи и поддержки и реализация вашей цели, вашей мечты, ваших возможностей. Это самое главное. Прорыва во всех ваших начинаниях и ваших действиях. Но то, что месяц будет знаковый, это мы уже посмотрели. То есть энергии здесь действительно будут бить ключом. В любом случае посмотрим, как это отыграется, какова будет картина по прошествии периода. От вас буду ждать обратной связи по ситуации, по информации. Вас же искренне благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых встреч.